2 НПЗ, 2 нефтебазы, 1 химзавод. Масштабы дальнобойных санкций впечатляют. Прорыв оказался не прорывом. Руководство ВСУ опровергло слова собственного представителя. Диагноз неутешительный. Диктатора ждет инвалидное кресло. Секретные документы попали в руки журналистов. Возмездие за Бучу. Украинские разведчики провели дерзкую операцию на территории государства-агрессора. Генпрокуратура против бывшего руководства Одессы. В чем обвиняют экс-мэра? Мощнейший ураган пошел дальше, но теперь появилась новая зубастая опасность. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Минувшая ночь стала для страны-агрессора одной из самых беспокойных за последние месяцы. Украинские беспилотники обрушились сразу на десяток регионов. Под ударом нефтяные и промышленные объекты, включая 2 НПЗ и крупное химическое производство. Первыми тревогу подняли в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских признал, что дроны сбили в Новоспасском районе, но о последствиях умолчал. Источники телеграм-канала «Астра» утверждают, целью был нефтеперерабатывающий завод НС Ойл. На месте пожарные, военные и привычное для российских чиновников совещание по ликвидации ЧС. Второй удар пришелся по Марий-Эл. В соцсетях появились видео взрывов, а местные жители сообщили, что горит НПЗ в селе Табашино. Это одно из крупнейших предприятий региона, обеспечивающее до 70% внешнеэкономического оборота республики. Завод производит бензин, дизель и мазут. Теперь, похоже, будет выпускать дым. На Ставрополье досталось промышленной зоне Буденновска. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что все вражеские БПЛА нейтрализованы, но источники говорят, под удар попал завод «Ставролен», структура «Лукойла» и один из крупнейших производителей полиэтилена в России. Из-за ночной атаки закрывали 13 аэропортов по всей России, в том числе столичные Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Но это далеко не все. Несколько мощных взрывов и последующие пожары охватили 2 нефтебазы в оккупированном Крыму. Один из ударов пришелся на объект в Симферополе, возле местной ТЭЦ. Сам глава оккупационной администрации Сергей Аксенов вынужден был признать, цитирую, попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, но традиционно заявил, что жертв нет и все под контролем. Параллельно телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил о втором пожаре на нефтебазе в Гвардейском. Это объект крупнейшей крымской сети АЗС «Атан», обеспечивающий топливом и военные части по всему полуострову. Тем временем Минобороны России отчиталась о перехвате 8 дронов за ночь, но, как обычно, умолчала, сколько все же долетело до цели. Агрессоры, в свою очередь, нанесли массированный удар по Одесской области. Под обстрел попали объекты энергетики и транспорта. 1 человек получил ранение. На месте возник пожар. 27 тысяч потребителей остались без электричества. Ударила Россия и по энергообъектам Днепропетровской и Донецкой областей. На месте ночных ударов продолжаются аварийно-восстановительные работы. Всего захватчики использовали для атаки 126 дронов. Большую часть удалось сбить, но 32 достигли целей на 10 локациях. Главное управление разведки Украины провело очередную операцию возмездия. На территории России ликвидирован подполковник ОМОНа Вениамин Мазжерин. В ГУР назвали это справедливым наказанием и заявили, что этот российский силовик причастен к военным преступлениям на Киевщине в феврале-марте 2022 года. В сообщении говорится, что автомобиль Мазжерина взлетел на воздух на одной из дорог Кемеровской области, по которой он регулярно ездил. ГУР опубликовала кадры инцидента и напомнила, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Мазжерин был сотрудником спецподразделения ОМОН «Оберег» управления Росгвардии. В украинской разведке утверждают, что установили личности и других причастных к резне в Буче сослуживцев Мазжерина.
Руководство ВСУ опровергает слова собственного представителя о прорыве россиян в Мирнограде. В группировке войск «Восток» заявили, что спикер объединения оговорился в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на фронте. Ситуация в Мирнограде и его окрестностях полностью контролируется силами обороны Украины, говорится в сообщении. По словам представителей командования, спикер Григорий Шаповал оговорился. Он имел в виду Покровск, где действительно продолжаются тяжелые бои. Накануне Шаповал заявил, что российские войска зашли на окраины Мирнограда. Одновременно в Deep State отмечают, что враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации. Аналитики добавляют, что ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться. По данным проекта, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину. Украинское подполье провело дерзкую диверсию на оккупированной части Запорожской области. Под откос пошел российский военный эшелон с техникой и боеприпасами. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Операция была проведена на участке между Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе. По данным ГУР, рельсы были подорваны в момент прохождения состава, что привело к сходу с путей локомотива 3 платформ и 9 вагонов с вооружением. Поврежденный участок длиной около 70 метров теперь полностью непригоден для движения. Снабжение российских войск под Токмаком и Бердянском фактически парализовано. Новая пощечина по логистике оккупантов, которую нанесло украинское подполье. Напомню, законопроект подготовлен в исполнение указания президента Российской Федерации. В России в экспресс-режиме приняли закон о призыве в армию в течение всего года. Федеральный закон принят единогласно. Только накануне его одобрили в Думе, а сегодня уже и в Верхней Палате, Совете Федерации. Теперь потенциальный призывник может получить повестку не только весной или осенью, а в любое время года. Медицинские обследования, психологический отбор и заседания призывных комиссий станут непрерывными. Отправка новобранцев в войска, как и раньше, будет проходить весной и осенью. Ранее призыв проводился дважды в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Официальная инициатива объясняется желанием равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество призыва. Фактически же система позволит властям вести учет и вызов призывников круглогодично, что упрощает контроль за молодыми россиянами и сокращает возможности уклонения. Путин не намерен идти ни на какие компромиссы и собирается воевать до победы. Такие оценки американские спецслужбы представили конгрессменам и американским чиновникам. По данным NBC News, американская разведка считает, Кремль занял самую жесткую позицию с начала вторжения, игнорируя катастрофические потери армии и ухудшение экономической ситуации. По оценке американской разведки, экономика России после почти 4 лет полномасштабной войны балансирует на грани рецессии. Но Путин, напротив, усиливает агрессию. Теперь его цель не просто удержать захваченное, а захватить еще больше украинских территорий, чтобы оправдать цену, уже заплаченную Россией. Фактически, по словам американских чиновников, Путин вошел в стадию войны на истощение, без оглядки на последствия и с расчетом на то, что Запад устанет первым. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко официально подтвердил бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и ряду городских чиновников вручены подозрения в служебной халатности, которая привела к гибели 9 человек во время непогоди 30 сентября. Среди погибших семья з ребенком. І це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Нацполиция уточняет, что подозрения получили сам Труханов, 2 его заместителей, чиновники профильных департаментов и руководство коммунального предприятия. Следствие считает, что их бездействие привело к трагедии, когда Одесса буквально утонула под ливнем, а люди оказались без защиты и помощи. Ураган Мелисса обрушился на Ямайку, став самым мощным в истории острова. Порывы ветра достигали 295 км в час. Юго-запад страны превратился в зону бедствия. Повсюду затопленные улицы, сорванные крыши, поваленные деревья. Без электричества остались 530 тысяч домохозяйств. 3 человека погибли. Ураган пошел дальше, но жителей предупредили о новой опасности. Из-за разлива рек на улицах могут появиться крокодилы. Мелисса двинулась в сторону Кубы, где за
ранее эвакуировали 735 тысяч человек. Президент Мигель Диас-Канель сообщил, что страна готовится к прямому удару стихии. Ураган хоть и ослаб с 5 до 3 категории, но ветер все еще достигает 205 км в час. Далее на пути Мелиссы, Багамы и Бермуды. Метеорологи называют этот ураган вторым по силе в Атлантике за всю историю наблюдений. Уступает он лишь легендарному Алену 1980 года. Карибский регион вновь оказался перед лицом стихии, от которой невозможно укрыться. Шторм уже унес несколько жизней не только на Ямайке, но и на Гаити и в Доминиканской республике. Белорусский расследовательский центр опубликовал кадры масштабной стройки в Красной Поляне. Именно там, по данным журналистов, возводится первая зарубежная резиденция Александра Лукашенко. Комплекс площадью 10 гектаров строится в элитном районе под Сочи. По данным БРЦ, в проект вложено не менее 19,5 миллионов долларов. На территории возводят главный дом площадью 3000 квадратных метров, 3 коттеджа с бассейнами и банями, а также здание для охраны и персонала. Особая деталь – вилла спроектирована с учетом передвижения на инвалидном кресле. Это подтверждает слухи о проблемах Лукашенко со спиной и коленями. Журналисты украинского проекта «Следство.Инфо» с помощью дрона получили эксклюзивное видео стройки. Забор комплекса выполнен с защитой от подкопа, а сама территория напоминает частную крепость. В Беларуси у Лукашенко около 2 десятков резиденций, часть из которых официально ему якобы не принадлежит. Но теперь, похоже, диктатор готовит для себя запасной аэродром на случай политического краха. Как думаете, Сочи – это достаточно безопасный вариант для Лукашенко? Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.